Вчера стало известно, а точнее окончательно подтверждено, что страны НАТО начинают поставки танков для Украины. Германия объявила, что отправит первую роту леопардов и дала карт-бланш союзникам на поставки своей техники. США пообещали Абрамсы. Пока речь идет примерно о 100 леопардов от всех союзников. Первая партия Абрамсов же от США заявлена в количестве 31 штуки. О влиянии такого решения на ход войны мы уже говорили на этапе анонса нового пакета военной помощи. Сейчас не будем подробно останавливаться, просто перечислим тезисно, а после перейдем к основной теме ролика. Перед тем, как начнем, хочу напомнить, что нам очень помогает, если вы подписываетесь на ежемесячный донат на Patreon. Пожертвования редакции позволяют нам стабильно работать. Перевод Украины на принципиально новую технику, на Абрамсы, Леопарды, Челленджеры и в перспективе, возможно, французские Леклерки – это процесс, который даже в самом сжатом, экстренном, военном формате займет многие месяцы. Не нужно ждать, что мы увидим первый Леопард на фронте раньше конца весны. Абрамсы же с их особо нежной силовой установкой, чувствительной к инфраструктуре обслуживания, дай бог, будут летом. И вообще, дай бог, чтобы западные танки появились в товарных количествах, чтобы на них обучилось достаточно танкистов и техников, чтобы это все реально стало аргументом для фронта хотя бы в этом году. Танки — это не химарсы. Тут не будет быстрого и эффектного перелома в войне от первых же экземпляров. Роль танков совсем иная, требуемые масштабы совсем иные. Прямо сейчас важны два обстоятельства. Во-первых, имея на руках обещания союзников, Украина может гораздо свободнее расходовать имеющуюся у нее сейчас технику, не опасаясь остаться без оружия. Во-вторых, под новые танки тяжело создать инфраструктуру. Но когда она будет создана, то все проблемы для массового снабжения украинской армии западными танками, каковых в резервах союзников очень много, перестанут быть актуальны. Можно будет не ходить по всему миру с сумой, наскребая по сусекам советское наследие. Создание инфраструктуры – одно из дел, которое сложно сделать, но сделать их нужно лишь раз, чтобы потом стало сильно проще. В-третьих, это, конечно, недвусмысленный сигнал Владимиру Путину и его окружению, что войну им не выиграть, что невозможно сражаться со всеми теми ресурсами, которые могут аккумулировать союзники Украины, что у Кремля есть выбор только между более или менее почетной капитуляцией. Вот об этом, о невероятных, почти невозможных достижениях Путина лишь за 1 год мы сегодня и поговорим. Поговорим о том, что Путин сделал для Украины и ее армии. Давайте попробуем порассуждать. Когда бы мы увидели в мирное время танки «Абрамс» под украинским флагом, даже если фактор, как бы не разозлить этого злого Путина, оставить за скобками? Независимая Украина проводит, предположим, успешные реформы государственного управления, снижает коррупцию до уровня соседей по Евросоюзу, доводит до конца реформу армии. На фоне успешных экономических и политических реформ, с упрощением законодательства, с дерегуляцией, с приватизацией, с новой судебной системой, обеспечивающей права собственности, в Украину пошел бы поток инвестиций, от которого образовался бы избыток денег на перевооружение армии стоимостью в десятки миллиардов долларов. Короче говоря, если смотреть на опыт других стран Восточной Европы, лучший для Украины вариант — это первый танк «Абрамс» лет через 15. И это если отказаться от принципа «шаг вперед и 2 назад» в проведении реформ, что довольно непросто для наших широт. А полный переход на западную технику вообще случился бы в непредсказуемом будущем. Посмотрите, например, на страны бывшего соцблока, которые все свои реформы провели и в НАТО уже вступили четверть века как. Они до сих пор в значительной степени эксплуатируют советское вооружение. Перейти на принципиально новую военную технику – это тебе не автомобиль поменять. Это не с Лады на Форд пересесть. Прежде всего, это очень дорого. И номинальная цена одного Абрамса в 10 миллионов долларов – это только начало разговора. Нужно строить большую инфраструктуру для его обслуживания, нужно готовить технических специалистов и самих танкистов, закупать массу вспомогательной техники, заточенной именно под Абрамсы, создавать и поддерживать резервы запчастей. Короче говоря, все то, что Советский Союз создавал под свои танки на протяжении почти всей истории своего бытия, нужно взять и сделать заново.
Кремлевские старцы в этом смысле поразительно эффективны. Все лозунги, под которыми они начинали войну, стали правдой меньше, чем за год. Они твердили, что НАТО расширяется и вооружается. НАТО год назад и в ус не дуло, занималась себе глобальным потеплением. А теперь подошло почти вплотную к Питеру. Меняет свои стратегические программы, резко наращивает производство вооружений и перебрасывает дополнительные силы в Европу. Они говорили, что Запад накачивает Украину оружием. А Запад 8 лет боялся дать Украине хоть что-то убойнее бронежилета, лишь бы Путина не спровоцировать. Зато теперь реально накачивает. Да, все, кто сочувствует Украине, весь год были страшно недовольны. Решения принимаются медленно, поставки недостаточны. А когда Олаф Шольц в очередной раз заводил шарманку о недопустимости эскалации, у многих возникало желание бросить в телевизор сапогом. Казалось, европейские лидеры делали просто все возможное, чтобы доказать Путину, что считаться с ними не нужно, что они терпилы. Но посмотрим на происходящее с их точки зрения. С точки зрения людей, построивших политическую карьеру в очень благополучных странах развитой демократии, где избирателям и даром не нужны революционные перемены и яркие харизматики во власти. В странах, где плюс-минус все неплохо работает, и от политика больше нужно не столько что-то построить, сколько не сломать. С первых своих шагов в политике люди типа Олафа Шольца попадали в среду, где можно 10 лет обсуждать вопрос покраски стен в офисе собственной партии. Ни к чему так и не прийти и обсуждать еще 10 лет. Хуже от этого точно не станет. Эти люди приходили во власть, чтобы заниматься вопросами влияния потребления сахара на среднюю продолжительность жизни или инклюзивной среды в школьном образовании. Самое последнее в жизни, что они могли себе вообразить, это что они станут лидерами военного времени. С нашей точки зрения, Европа в вопросе помощи Украине движется со скоростью роста волос у Брюса Уиллиса. Но с их точки зрения, с точки зрения их политических моделей, пройти за 11 месяцев путь от касок с бронежилетами и глубочайшей озабоченности до тяжелых танков — это сверхсветовая скорость, выход в гиперпространство просто. За этот год они приняли больше решений, чем раньше принимали за 20 лет. Заставить этих тишайших Акакиев-Башмачкиных принимать жесткие решения в короткие сроки удалось всего 2 биологическим сущностям — коронавирусу и Владимиру Путину. Как это получилось у Путина? Многими сильными поступками. Например, безответственным балабольством. Угрозы — очень важный прием в любых переговорах. Не человечество такую нехитрую истину придумало. В дикой природе тоже намного лучше эволюционно выработать угрожающий вид и раскраску, чем на каждого встречного тратить силы, доказывая, что с тобой лучше не связываться. Но, как с любым эффективным и привлекательным инструментом, с угрозами главное не увлечься. Потому что если постоянно обещать страшные кары, постоянно повышать градус и понижать правдоподобность угроз, но никогда их не исполнять, даже самый осторожный и трусливый оппонент поймет, что вы блефуете. И тогда конец всему. Тогда ваши слова перестанут иметь значение. Об этом написано в любой книжке про воспитание детей. Ничто так не подрывает авторитет родителя, как манера бросаться пустыми угрозами. Если вы этим промышляете, то просто теряете рычаги влияния. Потом можете хоть голосовые связки сорвать, угрожая на неделю оставить без планшета. Ребенок-то уже знает, что через 10 минут вы забудете о своем обещании. Даже очень маленькие дети, не то что президенты Соединенных Штатов и канцлера Германии, умеют считывать блеф. Похоже, что никто и никогда не поминал ядерное оружие столько раз, сколько российские официальные лица за последний год. Никто так часто не угрожал европейским странам, членам НАТО. Никто не рисовал столько красных линий. И Украина, и НАТО стабильно раз в неделю получают самое последнее предупреждение. Ни одна из этих угроз не была выполнена даже приблизительно, включая самую первую, когда в своем обращении 24 февраля Путин грозил апокалипсисом за любое внешнее вмешательство в войну. Путин и его режим за последний год сделали все, чтобы к их словам стало невозможно относиться всерьез. Они слишком привыкли, что слова и дела — сущности из разных вселенных. Они слишком давно считают, что слова тем лучше, чем громче звучат в заголовке. И теперь им себя не перекричать. Они достигли абсолютного максимума в угрозах при абсолютно нулевом их исполнении. Жулик может сколько угодно строить из себя фанатика, но всем уже понятно, что он жулик. Жулик,
хочет жить во дворце, а гибнуть в ядерной войне не хочет. Никакой угрозы помощь Украине не несет. Не полезет Путин воевать с НАТО, не бросит ядерную бомбу в центре Европы. Может, он и дурак, но мыло не ест и хорошо знает, где получит по голове. Всем стало очевидно, сколько бы ни стоила победа Украины, как бы долго, дорого и сложно не пришлось ей помогать, какими бы политическими издержками это ни оплачивалось, превращение войны в затяжную и бесконечную стоит гораздо дороже. Помощь Украине от западных партнеров выглядит впечатляюще. В деньгах это миллиарды и десятки миллиардов долларов. Но, во-первых, для масштаба экономик тех стран, которые оказывают основную помощь, такие деньги пренебрежимы, их можно себе позволить. Во-вторых, Путин 11 месяцами этой войны уже нанес мировой экономике ущерб на многие триллионы долларов на десятилетия вперед. За счет разрушения товарных цепочек, за счет роста нищеты и политической нестабильности по ее поводу в беднейших странах, за счет необходимости перестраивать европейскую промышленность и коммунальную инфраструктуру под новые энергоносители, за счет, наконец, того, что каждый день войны в Украине приносит новые разрушения и, соответственно, растет сумма на ее восстановление. По сравнению с тем ущербом, который война наносит каждый день всей мировой экономике, поставка танков, ПВО, чего угодно, полное перевооружение украинской армии – это как чаевые курьеру. Об этом можно просто не задумываться. Прекращение войны, полное освобождение Украины от оккупантов и начало ее восстановления даст такой толчок мировой экономике, настолько взбодрит глобальные цепочки поставок, что все окупится многократно. Помощь Украине – это не расходы, это инвестиции в будущее, это возврат мира к норме. Они по определению выгодны. Это, кстати, снова возвращает нас к коронавирусу. Ничто и никогда не требовало от человечества потерять столько денег в столь короткий срок, как весна 2020 года. Ничто и никогда настолько быстро себя не окупило. Едва острота проблемы была снята, замороженная мировая экономика пробилась через асфальт и взлетела к небесам. Экономический рост пошел даже там, где его не было 20 лет. Пока из всего того, что мы видим, картина складывается вот какая. Системное снабжение украинской армии современным мощным оружием приближает конец войны. Оно несет всем выгоды, но не несет никаких рисков, потому что единственный источник этих рисков много раз доказал, что он балабол, а не камикадзе. Любое же затягивание и ограничение поставок стоит настолько дорого в перспективе, что допускать его нельзя никак. Чем быстрее у российского руководства рухнут надежды на победу, тем быстрее в России произойдут политические перемены. А значит, инвестиции во фронт – это одновременно инвестиции в то, чтобы война закончилась не на фронте. Ведь, обращаясь к нашему прошлому ролику, тяжело продолжать верить в то, что Путин вновь чудесным образом вырулит, если Украина с каждым днем становится сильнее. Если ее тыл – это весь западный мир с подавляющей экономической и военной мощью. Союзники Украины сейчас в ситуации, когда ставки повышать выгодно, когда чем больше эскалации, тем короче война. А значит, ставки будут расти, а Украина будет усиливаться. Путин за прошедшие 11 месяцев сделал для усиления военной мощи Украины больше, чем она смогла бы добиться за 20 лет в наилучшем варианте. Он мечтал с помощью Украины войти в историю как собиратель земель. Он в нее вошел, но в немного другой роли. До завтра.